Вот это нержавеющая сталь. Ну, такие классические пропорции. Передняя плоскость наклонена внутрь, с тем, чтобы как бы она создает перспективу для композиции. Сегодня я покажу технологию, по которой я ее сделал. Тут нужно подобрать по цвету, по колориту, но она очень оригинально смотрится. Картина в металле. Ну и, кроме того, какие-то композиции. В общем, сейчас покажу. Сначала наметим общий план. Разрез будет выглядеть вот так. Теперь проставим желательные размеры сечения рамки. Так. Теперь надо начертить развертку по заданным размерам. Продавливаем по линиям сгиба. И сгибаем полученный макет. Поскольку я шел экспериментальным путем, делая макет для рамки, оказалось несколько вариантов заготовок. Вот, в частности, одна из них. Наибольшую сложность здесь представляет собой угол. Вот, когда мы надрезали и согнули, все как бы совпадает, все нормально, кроме вот этого угла. Если этот угол на самом деле не 90 градусов. Из-за того, что из-за этого наклона, вот тут получается он расходится. Если бы так ровно поставить параллельно, то 90 градусов действительно достаточно. Но если когда мы наклоняем, чтобы сохранился угол 90 градусов, у нас получается расходятся эти поля. Поэтому я просто экспериментальным путем с напуском так делал и подрезал. И в результате вот у меня получился вот этот угол. Этот угол я переношу на металл. Я сейчас делаю надрезы по линиям, ну, примерно на половину толщины металла.
Так, сейчас по сделанным ранее надрезам я буду гнуть вот эту заготовку при помощи тисков. Таким образом зажимаю. Можно даже от руки гнуть. Достаточно удобно. Так. Нам нужно вот эту плоскость поставить, эти два загнутых фрагмента в одной плоскости. Тогда у нас будет искомый угол наклона передней плоскости, фронтальной. Так. Так. Вот так. Вот получается такая объемная, вот так лучше, такая вот объемная структура получается у нас. Это вот одна сторона нашей рамки. Так. Я забыл подрезать вот эту заднюю стенку. Сейчас я подрежу. Вот этот вот угол надо вырезать. Так. Так, продолжаю гнуть. Так. 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 Все, теперь сгибаем прямой угол. Вот что получается. Это половина рамки. Когда я зачищал сварочные швы, получилась фактура более интересная, чем просто зеркальная поверхность. И я решил перенести эту фактуру на всю плоскость рамки. Вот что получилось
в результате.